Здравствуйте, мои дорогие! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. А сейчас мы с вами погадаем. Предложение у меня к вам такое. Письмо из будущего. Давайте. Вот представьте, что вы получаете письмо из будущего. Что, прошу прощения, это мой чаек, я сейчас уберу его. Что будет написано в этом письме для вас? Да? Давайте прочтем. Что? Письмо из будущего для вас. Так, я взяла эти две колоды для того, чтобы сделать два варианта. И сейчас вот так вот, эти вот. Такой выбор я вам предоставляю, девчоночки. Колоды, правда, видите, обе равнозначно тоже в зеленом тоне, но не в этом дело. Просто две колоды, вот давно с ними не работала вроде бы. Давайте. Первый вариант, второй убираю. Кто еще не выбрал, нажмите на паузу. И мы начинаем работать с первым вариантом. Вам письмо из будущего. Так, для начала, конечно, сигнификацию. На этой же колоде несколько карт. Что на сегодняшний момент происходит у вас, либо недавно было, да? Давайте посмотрим. Так, на сегодняшний момент какой-то мужчина есть. Смотрите, стоит с мечом, то есть может быть, например, зол на вас, может быть, вы с кем-то поссорились или расстались, или сейчас есть момент, когда у вас есть выяснение отношений. Может быть показан мужчина, который, ну, как-то хочет быть таким командиром рядом с вами, как-то вас воспитывать, управлять, да. Поэтому, ну, вот такой мужчина грозный какой-то представлен здесь. Может показан быть мужчина, который демонстрирует силу или демонстрировал силу свою, то есть буквально действовал с вами, но не нежно, не так, как должен мужчина с женщиной действовать, да. И здесь даже вот еще паж мечевой может показывать со стороны короля ревность или слежку, наблюдение, контроль. Либо, в принципе, какие-то негативные действия с его стороны и негативные слова, негативные поступки. Но здесь какой-то прорисовался. Вы знаете, даже без этого мечевого пажа еще куда бы ни шло. Да? Но вот еще с этим это какие-то реально вот жесткие отношения. Либо были, либо вы сейчас в них находитесь с каким-то мужчиной. Долго, возможно, это тянулось, может, до сих пор тянется в том плане, например, вы не можете отпустить там, не можете простить и так далее. Так. Здесь еще такой момент показан, как будто вам надо защитить какие-то свои еще ценности. По пентаклевому тузу это могут быть деньги, это может быть недвижимость, это может быть бизнес. И сейчас вы, может быть, этим заняты. Каким образом? Борьба с конкурентами или оформление каких-то документов. Допустим, если у вас не полностью было что-то оформлено, а вы понимаете, что для того, чтобы все было в порядке, у вас надо дооформить, да? Также, возможно, здесь показан момент, когда вы реально защищаете другие ценности, не материальные, а себя самую, то есть свою гордость, понимаете, свое пространство, когда вы понимаете, что вам нужно как побороться за себя, отстоять свою честь, свою гордость, да, и свои какие-то границы, так тоже может быть показано. Ну, в общем, я вижу, что здесь показана женщина такая вот как бы борец, когда много трудностей, нужно со всем этим справляться. Какие-то потери, разочарования за спиной. Ну, какой-то, вы знаете, и как будто был, может быть, поступок со стороны женщины тоже не очень мудрый, что ли. Но женщина оставляет это все за своей спиной. Вы действительно уже приняли решение смотреть вперед. Как новые ожидаете уже какие-то перемены в вашей жизни, да, новые отношения, вообще новую дорогу. Ну, вот такая сигнификация. И давайте мы теперь сам расклад. Итак, вам письмо из будущего. Если бы вам пришло письмо из будущего, там было бы написано: «Ты, дорогая, поступила правильно. Ваше решение, которое вы приняли о том, что нужно что-то менять в вашей жизни, это правильное решение». Вот так вам там написано в этом вашем будущем, в этом вашем письме. Все ваши решения, на данный момент принимаемые, приведут вас как к финансовому
успеху, достатку, развитию, росту, так и к любовному новому какому-то начинанию. Что-то начинается новое любовное. Вы стоите на пороге этих начинаний. Давайте рассмотрим. Прежде всего, я вижу, что у вас будет встреча с мужчиной, с которым у вас будет очень сильная страсть, огромное притяжение, потому что в такой триаде классной, да, двоечка кубковая и колесо фортуны, дьявол здесь именно показывает страсть, потому что нашими страстями, ну да, он может иногда руководить. Здесь будут очень страстные отношения. Какой-то мужчина врывается просто в вашу жизнь. Смотрите, колесо фортуны, колесо судьбы, колесо года. Кстати, сейчас именно тот момент, именно колесо года поворачивается, потому что здесь в момент, когда поворачивается колесо года, большую роль играет вот это, скажем так, межсезонье. А мы как раз в таком моменте и находимся, да? Переход вот из осени в зиму. Поэтому, дорогие, вот такой вас ожидает какая-то страстная встреча и любовь. Взаимность, девочки. Здесь не будет так, что один любит, а другой позволяет себя любить. И это дорогого стоит. Здесь взаимные отношения классные идут. Вот в письме такое написано дальше. Боже, карта победителя. А, эта карта у нас, простите, рыцаря жезлова. Тем не менее, смотрите, какой он едет гордый, да? Я добиваюсь своего. Я еду туда, в ту сторону, где я получу то, что мне нужно получить. Так, смотрите, что в этом письме написано. У вас идет перемена работы. Четко будете что-то менять. Итак, башня. Да, по башне у нас что? Рассыпается какой-то старый формат. То есть не подходит вам, да, работа, допустим, далеко ездить или мало платят, или может у вас свой бизнес, но вы как бы понимаете, что что-то идет не так, надо что-то менять, да, менять какое-то свое направление, что-то добавлять, менять персонал, ну как угодно. Старое, нежизнеспособное будет разрушаться, и вы займетесь новой работой. Она будет успешной, сразу показана восьмерочка пентаклевая. Это у нас работа, которая приносит радость, удовольствие, результат. И вы медленно это семерка. Я просто по привычке уже хотела сказать медленно, но уверенно, да? Вы без слова медленно, уверенно идете вперед в вашем развитии, то, что касается финансов. Дальше. Угу. Смотрите, у вас будет меняться, вам в письме в этом написано, уровень жизни вашей. То есть тот комфорт, в котором вы находились, и тот, в котором вы будете находиться, это разные два совершенно уровня. На новом уровне, видите, вы себе можете позволить уже чувствовать императрицей. То есть это очень красивое, удобное жилье, хорошая, классная там посуда, вкусная, очень недорогая пища, еда, да? Там классная, хорошая какая-то одежда, автомобиль хороший, хорошее жилье и так далее. Видите, какие перемены заходят в вашу жизнь? Здесь переезд даже может быть. На том уровне, в котором вы находились, скажем так, вы полностью реализовались. Вы там сделали все, что могли. И теперь, оставляя эти бокалы наполненными, да, то есть вы чего-то достигли уже, но вы понимаете, что вы видите новые горизонты, вы хотите что-то изменить в вашей жизни, вы идете вперед, у вас все получается. Также это касается и личной жизни, дорогие мои, да. Если вы были в отношениях, допустим, где вас не ценили, может быть, мы видели, мы помним сигнификацию, да, что там мужчина был, ну, вообще не подарок. И вы себе позволяете сейчас выбрать мужчину, да, вы его выбираете, в котором вы чувствуете себя в этих отношениях и рядом с этим человеком королевой, дорогие мои. Это большой-большой поворот, большой переворот в жизни. Так, то, что вы оставляете, скажем так, да, старые отношения какие-то или даже работу, если вы будете менять, оно еще будет как-то за вас поборется, понимаете? То есть либо мужчина, например, с которым вы были, будет пытаться вас оставить рядом с собой, да, скажет, да, ты лучше никого не найдешь, да, кому ты нужна, да, там возраст, да, морщинки, да, дети, да, еще что-то, да. И так далее. Они так любят говорить. Чаще всего это говорят именно те, ну, которые не уверены в себе. Уверенный в себе мужчина такого не скажет. Итак, но
что-то старое, да, то, что вот у вас потом по башне рассыпается, оно еще будет за вас цепляться, бороться, 2 пятерки, видите? То есть даже вот ему говорят отстань, а он снова будет пытаться такие подходы какие-то, уже теперь мягкие, знаете, нежные, да я ж тебя так люблю, да прости меня, пожалуйста, ну да, я там иногда вспыльчивым бываю, но зато я тебя так люблю, ну так вот будет, за вас еще будет какая-то борьба. Либо если вы уходите с работы, будут там говорить, да, останься, да мы там выпишем премию какую-то одноразовую, да смотри, да ты же ценный работник, мы же тебя так ценим и любим, да. Ну, правда, почему-то премии не выписывались, а теперь как только уходишь, так вот тебе и премия, да. Так, дальше. У вас будет какая-то дорога, здесь написано, да, в вашем письме. Это дорога, скажем так, вот если вы живете далеко от родины, уехали, да, построили свою жизнь где-то в другом городе или даже в другой стране, возможно, вы будете возвращаться, ехать к родным берегам, к родителям, к братьям, к сестрам, к тому, к отчему дому, как будто, да, вот будет такая у вас запланирована дорога. Она может быть дальней, по 6 мечевой может быть дальней, либо ну, трудное, может быть, например, пересадки надо будет делать, да, или трудно взять билет, там, ну, что-то такое, могут быть какие-то, как бы, проблемы. Ну, такая будет у вас поездка. Дальше. Ух ты, сплошные жезлы. Так, после трудного пути, либо трудной работы какой-то, в завершении получите что-то, то, что для вас очень важно в руки. Это может быть документы, это может быть какая-то большая выплата, там, или та же премия, или там, знаете, как не отпускные, а скажите, когда человек увольняется, там что-то еще, да, выплачивают. И дорога. Дорог даже много у вас здесь. Вот вы получаете, в руки берете то, что вы заработали, да, то, чего вы, скажем, достойны. И очень много планов у вас появляется. И это мне надо, и сюда я поеду. И тут я хочу учиться, а тут я хочу новую работу какую-то. А вот это у меня такое хобби, хочу пойти там где-то, не знаю, в клуб записаться, буду танцевать, буду учить там какой-нибудь ча-ча-ча. Вот, и так далее. Вот, у вас сразу море планов появляется, потому что уже новая жизнь, понимаете? Вы расстаетесь со старой жизнью, и об этом никогда не будете жалеть. Угу. Вот здесь написано, что за все ваши потери, страдания, за все, что вы пережили, такого колючего, болезненного, теперь возле вас, возле вашей любви, возле вашей семьи, да, вы и рядом люди, которых вы любите, всегда будет стоять ангел-хранитель. Вас оберегают силы небесные, в том числе и как бы это какое-то, знаете, такое благословение небес, потому что вы очень много уже пережили, прожили, да, какие-то трудные моменты. Я уверена, что вы сделали очень много доброго, поскольку, видите, между вами и вот этими всеми бедами теперь становятся вот очень такие серьезные силы, чтобы вы больше не хлебнули это, да, вы и так уже сполна вот этого испытали каких-то бед. Теперь вы под защитой, вы, ваш любимый человек, ваша семья под защитой. Боже мой, смотрите, какие карты идут. Девочки, ну понятно, что на этой триаде мы первый вариант заканчиваем. Вот смотрите, королева жезлов, это вы. Яркая, привлекательная, очень активная, харизматичная. Вы нравитесь людям, вы интересны людям. Ваши мысли, ваши действия, ваши поступки, это все работает вам на плюс. Такой вы человек. Вы огненная королева. Смотрите, рядом какая вышла у нас карта. Да? Это же надо из целой колоды. Карта победителя и кубковый туз. Вы в жизни теперь вышли на совсем новый уровень. Впереди у вас выход на новый уровень. Вы будете победительницей, да, вы будете ехать на этом коне. И очень счастливы, очень довольны собой, своей жизнью, своей семьей, своим здоровьем, развитием своих финансов. Все, как у вас будет складываться. Вот в этом письме, смотрите, кто выбрал первый вариант, можно сказать, шикарная у вас перспектива. И поэтому, когда плохо вам сейчас очень, да, а мы в сигнификации вы видели, что таки да, плохо, да, не бойтесь это все бросить. Впереди будет все у вас хорошо. Вы такой человек, у вас все сложится. Итак, а теперь
у нас второй вариант. Сейчас мы начнем. Так, я заменю сейчас свечу. Не нравится мне, что она тухнет. Так. И мы продолжим. Мои дорогие. Кто выбрал второй вариант? Кстати, оба варианта тоже вполне рекомендовано посмотреть. Людям некоторым трудно выбирать, да? И вообще, почему не взять, ну, какие-то, может быть, подсказки из обеих вариантов? Так, из обоих вариантов. Ну что, второй, поехали. Эту колоду, она такая не очень понятная для зрителей, но я ее люблю. Для меня она совершенно фантастическая. Итак, давайте мы посмотрим сейчас на данный момент, что в вашей жизни происходит. И дальше пойдем уже смотреть, что же вам придет в письме. Письмо из будущего. Вот сейчас как раз, смотрите, опять вот башня вышла. То есть что-то меняется. И даже у кого-то может происходит какое-то прямо крушение. Большие такие судьбоносные события в жизни, да, переезд, эмиграция, это же тоже тяжело из одной страны в другую уехать и там начать строить свою жизнь. Развод, расставание с кем-то может быть, может кто-то выкарабкивается из какой-то болезни, но довольно-таки нелегкая триада показана здесь. Я также вижу, что вы стараетесь все-таки что-то сохранить, потому что семерочка жезловая, она такая. Хочу защитить. Прошу прощения. Хочу свое защитить, да? Чтобы никто мое ничего не взял. Вот. Смотрите, у кого-то здесь может быть даже показано крушение надежд. Если вмешательство какое-то случилось. Если вот измена затесалась в ваши отношения. Соперница, может быть, появилась. И вы хотите защитить что-то свое, да? Но появляется третий какой-то человек и разрушает привычный образ жизни и вашу какую-то уверенность в себе в завтрашнем дне. Третий человек — это не обязательно соперница, ну, там, женщина у мужчины у вашего, да. Это может быть человек, который вмешивается в дружбу, ну, ссорит людей, да. Или вмешивается в отношения, если у вас там есть муж, и, ну, например, так не повезло вам и вашему мужу, допустим, мама вмешивается все время, да. Ну, то есть какой-то человек. Троечка — это всегда несколько человек, понимаете, как вмешательство идет какое-то, и оно приносит разрушительные последствия. Так, еще что? Смотрите, как перекликаются у нас оба расклада. Здесь тоже вышел туз мечевой, идет принятие решения какого-то серьезного. Это связано с любовью, это связано с вашей какой-то неуверенностью, либо в себе, либо в партнере, либо в ваших отношениях. Будете принимать какое-то серьезное решение. Либо сейчас вы в принятии этого решения. Может быть, уже приняли что-то менять. Видите, как похоже, перекличка прям произошла. Так, два туза, смотрите, вернее, туз у нас и карта солнца, и после семерки мечевой. Я так хочу сказать, я все равно вижу у вас нотки оптимиста. То есть, невзирая на все, что пришлось пережить, вы верите в свою счастливую звезду, в то, что у вас все будет хорошо, будет солнышко, будет праздник и на вашей улице, и какие-то действия будут происходить. Жезловый туз. Даже, можно сказать, стремительное. Либо сейчас вы прямо меняете свою жизнь и верите все-таки в свою звезду. Ну, вот так. Давайте посмотрим теперь второй вариант. Вам письмо из будущего. Итак. Ничего себе, 3 старших аркана вышло. Итак, смотрите, перемены в вашем будущем будут грандиозные, потому что карта колесница, она такая. Она человека меняет полностью жизнь, понимаете? И здесь будут сбываться какие-то ваши мечты. Может быть, то, что являлось долгие годы вашей мечтой. Или ваши мечты, ну да, идущие прям вот из детства, из юности. Что-то, о чем вам грезилось, о чем мечталось, понимаете, сбудется. Иначе не вышла бы эта карта, вот эта звезда. И это что-то давно, да, давно эти мысли с вами.
Верховная жрица — это вы в данном случае. Это женщина мудрая, опытная, у которой позади есть прожитый опыт, свои какие-то ошибки, свои достижения. И успехи, и поражения, всякое разное было в вашей жизни, но сейчас вы уже довольно опытны, и вы разобрались, что вы хотите от жизни, какого человека вы хотите, как вы хотите жить в конце концов. Поэтому вот эта ваша звезда, это будет как бы не только ваша мечта сбывается, но и то, что вы уже можете принять, можете себе позволить получить это от мироздания. Вы уже настолько мудры, что вы это не потеряете, понимаете? Вот второй вариант точно для более старших женщин, я считаю. Так, ну давайте в этом письме. Прогноз положительный, а теперь давайте мы его просто раскроем. Так, идет счастливая встреча у вас. Счастливая встреча. Вы знаете, здесь вышла императрица. Поскольку вы у нас верховная жрица, а может быть, допустим, вы императрица, а верховная жрица — это, ну, как встречаются две, допустим, женщины, да? Здесь, в принципе, люди, ну, как бы сказать, равноценные по мудрости, по силе характера, да, по внутреннему стержню и так далее. Я просто хочу сказать, что вы, возможно, у вас будет контакт с очень мудрой женщиной, которая вам даст серьезные советы, либо даст помощь, например, эзотерик, таролог. Может быть, вы лично на личную встречу к кому-то попадете, или вот расклад наш посмотрите общий для себя, возьмете какие-то очень серьезные подсказки, да. Это может быть какая-то женщина, если есть у вас такой человек, даже как взрослая, старше вас подруга, допустим, да, которая и подскажет, и обогреет, и, скажем, выслушает, и вот такой душевный человек. Это может быть даже мама, допустим, для кого-то, или бабушка. Поэтому вот идет встреча, очень счастливая, встречаются как две женщины. Эта встреча грандиозную будет иметь роль, потому что вышла карта мира. Это значит, она грандиозная, эта встреча, важная, понимаете? Значит, какую-то роль сыграет такая женщина в вашей жизни. Чем-то поможет, что-то подскажет, выведет вас, возможно, из какого-то тупика, поможет вам выйти. Здесь даже может быть вот эта встреча с этим человеком даст вам какой-то большой-большой толчок в финансовых делах. Вот посмотрите, вы выходите на стабильность, четверка пентаклевая, вы становитесь сильной, гораздо сильнее, чем были раньше, да? Вот в письме из будущего это написано, что вы в будущем будете очень сильны. То есть много можете себе позволить, уверены в себе, да. Финансовая здесь идет уверенность в себе, девятка пентаклевая, четверка и карта силы. Это ваша реализация, дорогие мои. Ваша реализация, она идет к расцвету. Возможно, вам в этом поможет вот какая-то женщина. Обратите на это внимание. Если это родной человек, например, мама, может быть, она вам даст финансы на какой-то ваш бизнес, на то, чтобы вы расцвели, на то, чтобы вы процветали. Понимаете? Что-то будет. Какая-то дама. Обратите внимание. Так, дальше в письме из будущего. Что у нас тут идет? Во-первых, мужчина по судьбе вам идет. Это у нас жезловый король. Но видите, он такое ощущение, что заходит к вам мужчина в вашу жизнь по судьбе. И у него идет цель такая. Стать мужчиной номер один. Стать вам парой. Вот, помните, да, у нас тут императрица, он идет как император. То есть действительно мужем стать. Вот здесь заходит мужчина, кстати, очень энергичный. Жезловый король — это король такой, знаете, огонь. Он интересный, он юморной, у него много друзей, много общения, да, умеет работать и заработать, но он умеет и поговорить, и потанцевать там, и, не знаю, приготовить ужин классный. Это тоже, это очень интересный мужчина, жезловый у нас король. Он захочет именно зайти серьезно в вашу жизнь, видите, стать возле вас мужчиной номер один. Вот, карта судьбы вышла. Поэтому действительно, девочки, для тех, у кого сейчас все очень плохо, видите, целых два варианта, и оба сказали, что у вас в письме из будущего написано, что у вас все будет не просто хорошо, а супер-супер замечательно. Так, дальше смотрим.
Вот здесь вижу раздумья. Смотрите, видите, лежит человек, лежит, ничего не делает, просто размышляет. И вокруг окружающие люди, да, как бы ожидают. Ну, когда же он уже тут, скажем так, вернется в сообщество. Это карта размышлений, четверка мечевая. Карта принятия решений. Когда человек что-то отпускает, да, кого-то, какие-то свои боли там и так далее. Расстается с иллюзиями своими. Выбирает для себя свой будущий путь, какое-то решение серьезное принимает. Видите, роза вырастает и прямо из души этого мужчины. О чем говорят карты? Вам будет предложение от мужчины вот этого по судьбе. И вот вы тут в раздумьях, идти вам в эти отношения или не идти. Именно в тот формат, который он предложит. Потому что, возможно, к примеру, если вы были замужем и пережили развод, да, но ну, скажем так, не каждая женщина, например, после развода сразу снова хочет замуж. Это как-то немножко и страшновато, там, после стрессов каких-то, после пережитого. Вот как-то вы будете размышлять, я вижу. Но, тем не менее, вы этому мужчине даете шанс, видите? В двойку жезловую заходите. Два человека вот объединяются вместе, становятся друг другу опорой, силу дают друг другу, да, поддерживают и так далее. А в дальнейшем вышла у нас карта темперанса. Это у нас карта умеренности. Это, то есть карта гармонии. То есть с этим мужчиной у вас сложатся гармонические отношения. Гармоничные. Гармонические. Так, оговорочка. Дальше смотрим. Письмо из будущего. Так, ну, видите, в первом варианте этого не было, во втором варианте есть. Какой-то мужчина, с которым вы не рядом, не вместе, либо была когда-то у вас любовь, может быть, расстались. Здесь этот человек будет проявляться, он именно из прошлого. Ну, поскольку показан кубковым, значит, по крайней мере, он приходит, ну, с чувством. Скажем так, даже если он там очень сильно как-то накосячил в прошлом, ну, никто ж ему не запретит снова прийти там и просить вас о каких-то контактах, да. То есть мы можем это не замечать, не реагировать, ничего ему не отвечать, да, но прийти-то он позволить себе может. Да, вот такой человек проявится, кто-то из прошлого. Ну, надеется, значит, еще на что-то. Может быть, осознал, что произошло, что он там... Как он себя вел и что он там творил. Мы можем вот в этой линейке посмотреть. Может, здесь как раз будет об этом сказано. Ой, мама дорогая, смотрите, он тут весь утонул в чувствах. Двойка кубковая, кубковый туз. Скорее всего, еще, знаете, бывает как. Возможно, узнал, что у вас все так вот замечательно. И вот увидел, может быть, с кем-то в паре где-то, да, и так затасковал. Даже невзирая на то, что, допустим, если вы уже в паре, и он сейчас приходит как бы третьим, да, вмешивается, он даже это себе позволяет, потому что он хочет как бы вернуть, чтобы как было, как снова с вами быть. Вот такого человек хочет, понимаете? Но вы очень разная с ним. Вы разная с ним. Вот смотрите, вот новый мужчина, да, который серьезно заходит, у вас с ним гармонично все, у вас есть взаимопонимание. Вам, может быть, нравится там одна и та же музыка, я знаю, одни и те же песни, допустим. У вас есть общее, у вас есть гармония, взаимопонимание. С этим человеком, который возвращается, вы разные кардинально. Смотрите, видите? Вы как с разных планет. То есть любить-то можно, но я так понимаю, что в контакты такие какие-то долгосрочные, серьезные не получаются с ним. Так, дальше. В письме, что будет написано в письме для вас. Вот так. Здесь показана женщина, которая хочет в чем-то разобраться, побыть наедине сама с собой, получить или обработать какую-то информацию и хорошенечко об этом подумать. Смотрите, это может касаться личных ваших дел, да, может быть даже вот этого короля, который хочет вернуться, что-то вы, может, захотите о нем узнать. Вот. Но это может вполне, поскольку вы показаны пентаклевая королева, касаться финансов каких-то. Вы получаете какую-то информацию и будете думать, возможно, как воспользоваться этой информацией, да,
или бумаги какие-то получаете, вот прямо ценные бумаги пришли, да, и это могут быть что-то вот связано с работой, с бизнесом, с вашей реализацией, будут приниматься какие-то решения. Или даже, прошу прощения, прервалось видео, так бывает. Продолжаем. Итак, давайте рассмотрим сейчас, чего именно ваши касаются раздумья, будут касаться, да, о чем вы тут размышляете. Может, вам какое-то супер предложение поступит, да, и надо будет принимать решение. Так, с чем связано? А вот смотрите, здесь понятно, о чем вы будете размышлять, да? Вам какая-то будет предложена дорога, и вы будете размышлять, ехать в эту дорогу или нет. Потому что эта дорога, посмотрите, видите, она как бы трудная. Трудный путь. А вы уже и так, да, позади там столько трудностей пережито. Вот вы будете размышлять, стоит ли вам идти по этой дороге. Потому что вы знаете, что если у вас получится, то вам идет победа. Вы будете победительницей, да? Но будет ли желание пройти этот какой-то трудный путь? Ну-ка, давайте подробнее. Колесо фортуны. Вы знаете, вот эти две карты, карта победителя и колесо фортуны, говорят, что вам стоит поехать. Может быть, вы боитесь какой-то дороги. Да, элементарно, может, вам надо куда-то лететь, а вы боитесь летать. Есть такие люди, которые всегда на поезде едут, вот боятся летать, и все тут. Какая-то у вас есть размышление, да, об этой дороге. Но здесь показано, что фортуна идет. То есть по-любому должно быть все хорошо у вас. Удача, фортуна, все классно сложится. Не бойтесь, да. Благодаря этому пути какому-то у вас победа будет в руках, да. Вот вам такая подсказка. Буквально здесь вышла вам подсказка. Письмо, то есть из будущего, да. Какие вас ожидают впереди перемены, предложения, что будет меняться и в какую сторону. Так. О, вот эта линейка как раз нам про этот путь рассказывает. Смотрите, дорогие мои. Действительно, ну, как бы придется что-то преодолеть. Но вам же не привыкать. Вы же умеете. Вы же уже столько пережили и прошли в жизни. В чем-то надо будет выйти за границы привычного. То есть восьмерка мечевая, это значит человек, это могут быть даже ваши мысли или ваше привычное поведение, да, что вы делаете всегда только так, поступаете, не иначе. А здесь, возможно, надо будет выйти из каких-то собственных границ. Надо будет что-то преодолеть. Смотрите. Двоечка пентаклей, вы опять идете, вы как-то не совсем уверенно. А девятка вот это говорит, что вы, когда вы отправляетесь вот в эту дорогу, вы буквально в одном шаге от... То есть это не будет долго, скажем так, это не будет долго. Ваш трудный путь этот, он не будет долгим, это что-то короткое. И там вас ожидает победа. Вот так, потому что один шаг до победы у вас. Ну, такие подсказочки у нас. Давайте дальше смотрим. Вот, видите, из девятки сразу мы вошли в десятку жезловую, да? Поэтому то, что вам будет предложено, может быть, вам, например, предложат какую-то должность, и вы будете бояться этой должности. То есть, а как я возьму на себя ответственность, там, отвечать за столько людей, а вдруг я завалю все, а вдруг я не справлюсь, да? А здесь вы справитесь, еще и даже очень быстро, и победа будет у вас в руках, то есть какой-то прям вот, ну, как кубок, что называется. И это будет справедливо, победа у вас в руках, понимаете? Вот так. Вот вы не решаетесь, да, опять же, вот повешенное. Это нерешительность, это вот что-то такое, вот оно висит. Вам дали какое-то предложение, да, вы боитесь согласиться. Но здесь все карты говорят о том, что вам надо будет соглашаться. Вы справитесь, и более того, даже этот, скажем так, эта дорога, она не будет долгой. Как-то быстро все организуется. Дальше смотрим, что будет написано в вашем этом письме из будущего. Письмо из будущего для вас. А вот эта линейка мне уже очень нравится. Итак, ваш новый путь, по которому вы пойдете, откроет для вас огромные возможности. Карта мага. Я и это теперь могу, я и это теперь умею, я много могу себе чего позволить. Может быть, кто-то из вас, например, будет решаться пойти учиться на водить автомобиль, да? Ну вот боится человек. У меня, например, есть подружка, которая,
Ну, боится сесть за руль, и все, хоть ты ее стреляй. Вот. Поэтому вы что-то преодолеете, да, выйдете за границы себя, своих каких-то, возможно, страхов. И в итоге получится отлично для вас, да, и удача будет вам сопутствовать, и вы поймете, что вы, ну, достойны самых высоких похвал, сами себе похвалите, скажем так. Вот новый путь открывает вам огромные новые возможности. Карта влюбленная, старший аркан. Идет вам пара, идет вам человек, с которым вы будете счастливы, ну, мы это видели в течение расклада. И какие-то еще достижения идут по ходу, по вот этой всей дороге, да, вы видели, ваша какая-то реализация в обществе, в социуме, именно по той дороге, которой вы идете. По карте мага у вас все, дорогие мои, получится. Вы все сможете. Поэтому те предложения, которые вам будет давать судьба, да, берите их, не бойтесь, дорогие мои, чтобы вы потом не жалели о каких-то упущенных шансах и возможностях. Вот такое у нас сегодня гадание, дорогие мои. Напишите, пожалуйста, насколько вам было интересно, насколько вы прочувствовали, что это ваше и для вас. Вот. И, конечно, буду очень благодарна за лайки, подсказки, хотел сказать, и подписку. Вот. До новых встреч, мои хорошие. Всем спасибо. Всех вас очень люблю.